Всем HyperX, с вами Солнце, и это HyperX News. Победители смогут найти себя, как всегда, в описании, новые задания в конце, и мы начинаем. В этом выпуске анонсы Call of Duty Infinite Warfare Battlefield 1. Это, в общем, достаточно, но есть еще бешеные кролики, адронный коллайдер и самое важное из новостей киберспорта. После всяческих слухов и домыслов издатель Activision официально анонсировал новую часть Call of Duty Infinite Warfare. На этот раз никакой революции не обещают, и колда будет очередным голливудским шутаном, как ей и положено. Действие игры развернется в будущем. История снова будет посвящена борьбе с терроризмом, но в этот раз много событий будет происходить в космосе. Дадут полетать на космическом истребителе, покинуть орбиту Земли и вроде как даже побывать на других планетах. Это же Call of Duty, с ней и так все понятно. Но это еще не все. Вместе с Infinite Warfare анонсировали ремастер лучшей части Call of Duty Modern Warfare. В игре подтянут графон, доработают освещение и звук и вообще сделают красивой. Все круто, любимая игра с обновленной графикой и на новых платформах. Казалось бы, что может пойти не так? Дело в том, что купить Modern Warfare отдельно не получится. Купить ее можно только в комплекте с Infinite Warfare. Хитрый ход Activision, правда? Релиз состоится 4 ноября на всех современных платформах. Компания Electronic Arts решила не отставать от своих конкурентов и анонсировала новый шутер Battlefield 1. Чем руководствовались люди, которые придумали такое название, неизвестно. Важно другое. Battlefield 1 — это не очередной шутан о современной войне. В этот раз сеттингом выбрали Первую мировую войну, которую создатели игр так несправедливо обходили стороной. А очень зря. По дебютному трейлеру, который выглядит нереально круто, становится понятно, что нас ждет эдакий Battlefront, только в реальных декорациях. Будут кавалерийские сражения, битвы в тесных окопах, воздушные бои на допотопных самолетах, первые танки, химическое оружие и прочие ужасы войны. По словам разработчиков, боевые действия Battlefield 1 происходят по всему миру. Больше расскажут на грядущих выставках. Выход Battlefield 1 назначен на 21 октября, и выйдет она на всех платформах PC, Xbox и PlayStation 4. А еще в Монреале откроется парк, посвященный бешеным кроликам, которые орут постоянно. А хорек, самый обычный хорек, вывел из строя адронный коллайдер, перегрыз какие-то провода. Ну это такое, а сейчас киберспорт. Нас ждет много новостей. После ожесточенной квалификации определились финалисты The Manila Major. За первое место и призовой фонд в $3 миллиона поборются 16 команд со всего мира. СНГ на финале будут представлять две команды — Na'Vi и Team Empire. Противостоять им будут Альянс, Newbie Vici Gaming и еще 11 коллективов. Пройдет Manila Major с 7 по 12 июня, так что готовься болеть за своих. Завершился 9-й сезон CS:GO Gfinity по CSGO. В финал вышли датчане из SK Gaming и бразильская команда Tempo Storm. Исход матча был ясен почти с самого начала. Бразильцы явно играли лучше своих противников. В итоге Tempo Storm одержали свою первую крупную победу, обыграв SK со счетом 3-1. Правда, приз по нынешним меркам они получили совсем скромный – всего $55 000. Анонсирован второй сезон турнира SL iLeague Star Series по Dota 2. В этот раз лан-финал пройдет в США с 21 по 24 июля. В нем примут участие 8 команд из 4 регионов. Расписание матчей и состав участников представят немного позже. Напомню, что первый сезон SL iLeague Star Series проходил в Минске. Тогда в финале Альянс обыграли Evil Geniuses. В общем, ждем подробностей. Игрок по CSGO Александр Simple Костылев, о котором я рассказывала ранее, представил состав своей новой команды. Помимо Симпла в нее вошли Фикс, Арч, Дима и Краш. Как заявил игрок, у коллектива уже есть свой спонсор. Мамка, наверное. И ребята тренируются по 7 часов в день. Команда Na'Vi распустила свой состав по Heroes of the Storm. Не тащили. Все. Тайская команда по Dota 2 Signature Trust попалась на мошенничество во время региональных отборочных на Manila Major. На странице коллектива в Facebook появилось видео, на котором видно, что игроки смотрят трансляцию своего же матча непосредственно во время игры. Впрочем, это им не помогло. Для CSGO вышел новый патч. В нем исправили баги на кэш и нюк, улучшили функциональность клиента и доработали звук. А тебе понравилось новое обновление? Напиши об этом в комментариях. Итак, наша викторина. Экзистенциальный вопрос, Карл. Почему капитан Прайс открывает двери? Напиши свой ответ в комментариях, а самый оригинальный получит приз. Ну что ж, всем пока. С вами была Солнце. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Увидимся через 2 недели. Всем HyperX. В финал вышли. Секундочку. Ой, классно. Моя любимая. Вот это. Мяу. Киберспорт.
ненависть. Как же перед зубы улыбаться. Все, точка.